Саш, ты давно не давала больших интервью. С того времени много интересного произошло. Сегодня мы все обсудим. А вообще, знаешь, я подумала, что мы с тобой примерно 100 лет не виделись. Да? Ну, расскажи, с каким настроением ты к грунтовому сезону готовишься? Сложно сказать. Вообще, я грунт люблю. Люблю грунтовый сезон, потому что это Европа всегда. Я Европу обожаю, это вообще мое любимое место. Вот, европейские турниры. Подготовка вообще началась, получается, в Майами, потому что я Чарльстон играла первый турнир на зеленом грунте. Который грунт, знаешь, такой неправильный, не совсем грунт. А мне нравится, прикольно. Да, но ты там хорошо играешь. Да, но, слушай, на самом деле это такое что-то между грунтом и хардом для перехода очень даже неплохо. И, в общем-то, подготовка была хорошая, на самом деле, мне понравилось. Вот. Но как я вернулась после Чарльстона, что-то я приболела, вот, подготовка чуть-чуть застопорилась, но сейчас я снова back on track. И, да, уже скоро поеду в Мадрид. Так что потихонечку, помаленечку. Слушай, а почему, как ты думаешь, именно грунт тебе так классно подходит? Может быть, вот твой тренер такую тебе технику в детстве поставил, что на грунте тебе прям легко, комфортно играть? Кто этот гений был? И вот что скажешь по этому поводу? Гений не знаю. На самом деле у нас в России-то в целом грунтовых кортов-то не так уж и много. Да я про то же. Да. Ну, вообще у меня техника, да, подходит. То есть у меня много вращения, удар справа. Ну, передвижение тоже, это моя как бы очень важная часть игры. Без передвижения мне сложно. Не только тебе. Да, но у меня еще больше. То есть, например, условно Петра Квитова может себе позволить. Может себе позволить, да. Да, все-таки иногда, может быть, чуть помедленнее быть. Я себе такого позволить не могу. Я сразу становлюсь неконкурентоспособной. Вот. А грунт, я не знаю на самом деле. В Тольятти у нас было 3 грунтовых корта. Может быть. На весь город. Да, примерно, плюс-минус, может быть, 4. И 3 из них было вот у нас на Баныкино, в теннис-центре, где я как раз-таки вот всю свою молодость тренировалась. На самом деле не знаю, не могу объяснить, почему так вышло. Это абсолютно нелогично, я это понимаю, но мне нравится грунт. И моя игра, в принципе, под него хорошо подходит. Много смотрела матчи Рафа Надаля, естественно, и, может быть, знаешь, чисто на подсознании что-то переняла, и поэтому так получилось. Ты говорила, что шанс стать профессиональной теннисисткой очень низок. Однако с твоего региона выросло аж 3 профессиональных теннисистки. Ты, Павлюченкова и Шнайдер. Как так получилось? Чудо. Miracle. Не, ну правда, я не знаю как. Например, на самом деле, вот в Тольятти у нас есть... Когда я начинала, было 3 таких хороших теннисных клуба. Клуб, в котором я тренировалась, это была школа из Дюшор на Баныкино, Тольятти теннис-центр. Там, на самом деле, хорошие условия очень для занятий теннисом. 8 крытых кортов, 3 открытых грунта, 5, по-моему, открытых хардов. Хорошее место для тренировок. Если говорить про Тольятти, это еще не такое чудо. Если говорить про Жигулевск, то здесь интересно. Ну, расскажи, ты там была? Из Жигулевска Диана Шнайдер у нас. Да. Я в Жигулевске была только на вокзале. Оттуда отправляются все поезда в Москву. Вот. Поэтому в самом Жигулевске в городе я не была. Что касается Самары, откуда Настя, Настя тоже молодец. Вот. На самом деле талант, он пробьется. Самородки, то есть вы, вне зависимости от условий, так как сорнячки, да, туда прорвались, выросли все-таки сами. Да, у нас, вообще в России это популярная история. Не только в теннисе, я вообще про все виды спорта у нас говорю. Да, каким-то образом постоянно у нас все равно чемпионы и хорошие спортсмены находят дорогу. И это, конечно, хорошо, но было бы лучше, если бы были, конечно, получше для этого условия. Чего не хватает?
Да, много чего не Ну, хватает. давай перечислим. Например, теннисные площадки, что еще? Тренеры, быть может. Я бы порекомендовала посмотреть всего один спортивный канал на Ютубе Вити Кравченко, и все вопросы, в принципе, отпадут, чего у нас в теннисе, не в теннисе, во всех видах спорта не хватает. Не хватает очень многого, иногда банально не хватает просто каких-нибудь волейбольных мячей, не хватает просто мест, где заниматься, не хватает людей, которые... Ну, тренеров не хватает, специалистов не хватает, инвентаря не хватает. Вообще, да, спортсмены есть. Здравствуй. Да, у нас очень много спортсменов, но не очень хорошие условия, конечно, для их воспитания. Ну смотри, раз вы выросли, Во-во! Видишь? подтверждает, раз вы выросли, значит нельзя терять надежд, все-таки все возможно, правда? Роль детских тренеров. Мне кажется, что уровень, в принципе, достаточно хороший, потому что по детям, в принципе, мы видим, что да, и по рейтингу нет проблем. Проблемы идут дальше. Правильно? Согласны или нет? Ну, да, согласна. Особенно, всегда у нас на самом деле действительно вот по 12-14 годам всегда у нас, особенно у девочек, это просто кладезь талантов, мы все выигрываем в командные чемпионаты Европы, летние, зимние, одиночные, там, у нас всегда есть дети, которые там выступают и очень круто там выигрывают все это, да, классно. Что происходит потом? Ну, потом происходит просто, отбор. Это тоже нормально, что кто-то пробивается дальше, у кого-то по каким-то причинам не получается, там кто-то заканчивает, то есть это тоже, в принципе, нормально. Вот в теннисе на самом деле еще не все так плохо у нас в теннисе. То есть... Я про то же. У нас все очень даже неплохо. Да. Не знаю как, но это правда. Особенно вот в последнее время девчонки у нас прям идет поток такой девчонок. Очень это, конечно, это здорово. Вот. Про пацанов ничего сказать не могу. Я молодых пацанов не слышала, чтобы кто-то был вот на подходе. Вот из девчонок мы все, естественно, знаем, кто. Как так получается, что постоянно вот на энтузиазме родителей, вот я вспомнила как, на энтузиазме родителей, потому что родители у нас все идейные, готовы последнюю рубашку за своего ребенка просто порвать, продать, лишь бы вот ребенок поехал на какое-нибудь соревнование и там продолжал заниматься этим видом спорта. На самом деле на родителях, мне кажется, вот весь наш спорт только и держится. Во сколько лет ты покинула родительский дом и уехала тренироваться за границу? По-моему, мне было 15 или 16 лет, я уехала тренироваться в Словакию. Это не рано и не поздно, это такой, мне кажется, достаточно такой хороший возраст. Вот, ну, конечно, это сложно, конечно, покидать. Это нужно сделать, естественно, это сепарация, это, в принципе, по жизни, не только если мы берем теннис, да, это нормальная тема, сепарация, нужно это делать. Но, конечно, сложно, там, когда тебе 15-16 лет, уезжать из родного города вообще в незнакомую среду, незнакомую страну, в другую. И, по сути, практически в никуда. Не знаю, что тебя там ждет, какое будет будущее, что вообще, получится ли что-то по итогу. Поэтому, да, это сложно, но такая вот... В России у большинства вот теннисистов вот такая вот судьба, практически все в какой-то момент уезжают. Помню, Марат Сафин говорил, что для него это был очень психологически такой сильный стресс, что он уехал, хотя он мальчик, да, казалось бы, мальчика может быть и легче. Но он, знаешь, интересную мысль сказал, что нужен какой-то психологический надрыв для того, чтобы стать хорошим спортсменом. Вот этот надрыв психологический у него был, когда его оторвали от дома, так же, как и тебя, и он уехал тренироваться в Испанию. Ты тоже так считаешь? Мне кажется, это очень индивидуально. 100%, чтобы в профессиональном спорте чего-то добиться, нужно многим пожертвовать и очень многое поставить на кон. Это 100%. Без этого, мне кажется, невозможно. Но
конкретно, если мы возьмем, что нужно уезжать из дома, это кому-то приходится делать, кому-то не приходится делать. Большинству, например, европейцев этого не приходится делать. Нам, в силу того, что просто удобнее переехать и тренироваться там, где тепло, там, где удобнее логистика, и, в принципе, есть и условия для тренировок и спарринга, мы, как бы, чтобы продолжить свои карьеры, мы идем вот, да, на такое. Вот. Но и это, конечно, кому-то это дается чуть проще, для кого-то, как для Марата и для меня, это действительно такой надрыв, и это очень сложно. Но это закаляет, безусловно. Это как... На самом деле это как работает по принципу, что нет пути назад. Вот ты едешь, и у тебя, по сути, вот один шанс, и используешь ты его или нет, зависит... Ну, от тебя уже только зависит. Вот. И на самом деле это сложно через себя пропустить, когда ты, вот тебе 15 лет всего или там 16, то есть ты еще такой молодой, ты еще вообще зеленый, а ты уже делаешь такое важное решение, такой большой шаг, и, конечно, это может надломить, но в то же время может очень сильно закалить. Вот. И, конечно, если ты все-таки сумел через это пройти, пересилить себя, то это, конечно же, очень большая закалка. Это в будущем очень такой создает, ну, сильный стержень внутри человека. Как часто ты приезжала домой? Кстати, поначалу достаточно часто. Я не знаю, раз в месяц-два точно приезжала, возвращалась. Потом, конечно, чем больше начала играть турниров, тем меньше было времени возвращаться, и это было чисто логистически неудобно, потому что приезжать в Тольятти, это в Москву, если есть прямые рейсы, то в Тольятти как бы это нужно с пересадки лететь, это целый день всегда убивается на путешествие домой, вот, и в какой-то момент это было действительно сложно, и как-то становилось, да, все реже и реже. Потом наступил ковид, с приходом ковида это стало вообще практически нереально. Потом случилось еще много чего, и как бы уже и не доехать. Знаешь ли, что летом будет юбилей твоей первой победы в WTA? Помнишь ли ты, с кем играла? Это было летом, значит, скорее всего, это был какой-нибудь турнир или Бухарест, или какой-нибудь Бадгастайн. Правильно. И С кем вот играла? я там помню 3 матча я сыграла. Так, ну первый-то где? У кого У выиграла? Саши помнишь? Крунич. Правильно, браво, вы выиграли викторину. Да. Второй я выиграла Юлю Георгиес. Вот, на секундочку. И проиграла я Саре Иране в 3 сетах. Как сейчас помню, по-моему, 3-6, 6-3, 3-6, по-моему. Там был одинаковый счет в 3 сетах. Ну, неважно. Но я помню этот турнир, его потом больше не было, мне кажется, этого Бадгастайна. Ну так ты даже счет помнишь Сары Иране, настолько он тебе запомнился турнир. Классный да? был Потому что турнир, на первый. самом деле. Классный был турнир. Да? Мне нравилось. Но опять-таки, я когда приезжаешь впервые на эти турниры, да, WTA, это все новое, все такое яркое, запоминающееся. И вот это вот остается на самом деле в памяти. То, что там потом происходило следующие пару лет, я вообще ничего не помню. Честно, вообще ничего. Вообще, ну, как-то вот очень выборочно. У меня все перемешалось. Я уже не помню, с кем я играл. Мне иногда говорят: помнишь вот этот матч вот там-то? Я такая: нет, не помню ничего вообще. У тебя так же? Ну, что-то такое. Первый я тоже помню, потому что такие яркие были эмоции. Что это был за матч? Это был матч, мне волдкарт дали в... Оправдала? Куда же мне дали? Сейчас Венгрия. Я там в квалификации какую-то девочку обыграла, 170-ю, на секундочку, ракетку мира, а сама я тогда была никакой ракеткой мира. И для меня это была, ну, бомба-ракета. Я тренеру уже звонила: алло, на секундочку, 170-я,
Улетела домой. Алло, контракты уже стучатся, бренды уже здесь. Я помню, когда еще эти кнопочные телефоны, мы там писали письма мелким почерком. Да, было время. А мы с тобой познакомились, кстати, если ты помнишь, в 2014 году. О, как давно это было, боже мой. 11 лет назад. Да, и Да. ты тогда только начинал свой путь. Рейтинг у тебя был низкий. Играли Кубок Федерации, ты была в сборной, по-моему, впервые тебя Да, пригласили меня в сборную. позвали. Мне было так страшно. Я не знаю, да, это был... Я помню звонок. Мы были в Тольятти, на кухне сидели. У мамы звонит телефон. Я помню, она что-то готовила, у нее зазвонил телефон, такая, да блин, да кто звонит? Вечером, поздно еще. Берет трубку, а там Настя Мыскина. И мама сразу такая, ой, Анастасия, здравствуйте. Да, вот, и тогда, да, вот Настя сказала маме, что там приглашают сборную и все такое на матч Кубка Федерации против Аргентины в Сочи, там, тогда-то, не помнишь, когда. Вот, и я такая, меня позвали выступать? Господи, а что надеть? А что делать? Вот, и очень было волнительно. Та в команде была Лена, Катя и Лера Соловьева. Да. Я помню, мы приехали в Сочи, гостиница «Радиссон Блю», отдельный номер. Я жила одна, я думаю, господи, это вообще, это что-то, не, это вот так, да, вот так вот все вот так вот, да. Там Сочи, этот Сочи парк, мы там на этой арене играли 2 корта, постелили грунтовых. Лариса Ивановна Савченко там просто всех дрючила, просто всех, тебя тоже, я помню. Меня особо не задрючишь, я сама могу. Ого-го. Там просто, я помню, я так пахала, я так старалась. Просто я все соки из себя выжимала. И в итоге, когда, ну, значит, одиночку сыграть было шансов не было шансов. Вот, а на пару, значит, была нерешающая пара. И я помню, выбирали, кто будет играть, по-моему, с Катей. Я или Лера Соловьева. Кидали жребий, который я не выиграла. Вот. Я тогда очень сильно расстроилась. Вот. Но и сразу я уехала из этой всей красоты на Манган. Так, ну и как? Это был красивый контраст. Мы приехали тогда в Наманган и сразу же купили какие-то таблетки от живота. Их в аптеке продавали поштучно. Вот так вот брали вот эту кассету с таблетками и ножницами вот так вот отрезали, сколько тебе нужно. Это было здорово. Да, такой был классный контраст. Я типа чуть-чуть попробовала вот этой вот жизни профессиональной, вот этой вот WT, вот это вот круто, вот это, и оп! Через 2 дня я уже была на Мангане. Набирай очки, Дашуля, да? Так и было. Так и было. Но в итоге все на самом деле было очень даже неплохо. Насколько ты изменилась с тех пор, как человек и как спортсменка? Ну, изменилось в любом случае. 11 лет прошло. Все-таки как спортсменка много всего произошло. И рейтинг получше стал. Слава богу. И в отелях уже одна живешь или не одна? Да, в каких хочу. Вот. И таблетки могу себе покупать не поштучно. Вот. Нет, много всего произошло, много приключений было, конечно, и человек я, конечно, другой стал. Ну что, я тогда была ребенок, по сути, сколько мне было лет? 17? Мне даже 17 лет тогда, по-моему, не было. Естественно, и опыты набралась, и кругозор расширился очень сильно. Со мной много всего интересного произошло, людей интересных встретила. Прожила часть жизни, на самом деле. И это круто. Это, на самом деле, вот тот Fed Cup, это
ну, вот одно из тех, на самом деле, немногих событий, которые я ярко помню из своей карьеры все еще. То есть много чего еще там произошло, много турниров я сыграла, но вот тот Fed Cup — это вот одно из таких очень ярких воспоминаний. Я очень много помню того, что на той неделе происходило, и, ну, и я тогда реально очень много почерпнула из той недели, и, наверное, так должно было произойти, что тот жребий я проиграла, потому что это было как... Оп, конфетку забрали. Нужно заслужить, нужно заработать. И я пошла зарабатывать. И заработала. Скажи, пожалуйста, вот ты достаточно рано начала, да, свой путь профессиональный. Как ты считаешь, хорошо ли рано начинать? Вот сейчас, например, есть Мира Андреева, которая уже в десятке, и она делает большие успехи, и многие считают ее новой Шараповой, возможно. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, Мира Андреева. Это не новая Шарапова. И слава богу. И слава богу. Мира — это Мира, она очень классная девчонка. И вообще вот реально вот... Реально, Ты считаешь ее вундеркиндом? Да. Это хорошо или плохо? Наверное, хорошо. Самое главное, на самом деле, ну, что не то, что меня поразило, а что как бы самое в ней главное, мне кажется, то, что она вот с этим вот давлением, она справляется, ну, отлично. Ей это в радость, правда? Ей в радость внимания, ей в радость то, что нужно под давлением играть. Ей нравится именно борьба, да? Это пипец, да. Ей вообще в кайф. Все эти интервью, она их просто вот так вот, как семечки щелкает. Ей вообще, ей это все в радость. Для нее это не забирает никакую энергию. Выходить играть там против топ-1, топ-2, топ-3, да, ей вообще, она только об этом и мечтала, по-моему. Ее как будто выпустили, она вырвалась туда, да. Дайте мне Да, сыграть. То есть она психологически готова. Вот. Дальше уже это там уже другая работа идет, то есть, но она психологически готова, потому что одно дело, допустим, сезон, первый вот там отыграть классно, да, совсем другое дело на следующий год подтверждать это все. Когда она вышла, она не только подтвердила, она каждый раз лучше еще выступала. Поэтому, ну, блин, Мирка очень классная девчонка, поэтому очень простая с ней, вообще очень классно общаться, и да, ей вот только через неделю 18 лет исполнится. Она меня еще не позвала на день рождения, но надеюсь, она справится. Мира! Потому что, как бы, ну, несерьезно, иначе, да. Что ж такое? Вот ты сказала, что на турнирах ты любишь для того, чтобы настроиться на матч, да, на турнир, немножечко побыть одна, наедине с собой, для того, чтобы энергию накопить. Так всегда было? Нет. Когда я вот только начала вот попадать на шлема... Ты там с утра до ночи прям была, да? Да. Да, я там отыгрывала, особенно если вот я там отыграла матч, например, первым запуском. Так я там могла уехать в 8 вечера, в 9, я там ходила, кайфовала, смотрела какие-то матчи, что-то там в ресторане сидела, смотрела, со всеми общалась, и мне это напитывало, мне было классно. Через 4 шлема примерно уже все, я уже такая сижу и понимаю, что у меня глаз замыливается, у меня голова начинает болеть, я думаю, понятно. Вот оно. Пора валить отсюда. Наигралась. Слушай, а когда появляются новые игроки, новые лица, такие как Мира, например, интересненько, правда? Думаешь, вот хоть свежее лицо появилось, а то одни и те же на манеже, да? Она уже тоже все та же. Все уже. Она уже не новая. Я уже устала от нее. Уберите.
Но все равно, знаешь, когда кто-то появляется новый, все так с интересом. Сначала так, кто? Давайте потренируемся, попробуем там, что у нас, чего ожидать. И потом уже понимаешь, да, хорошо, плохо, можно с этим работать или нельзя. А вопрос какой? А вопрос 10 лет в туре. Это все-таки ветеран или нет? Шамиля Анвера читать, что да? Да, расскажи. Но он же сказал, что когда я за Австралию ходила играть, сказал, ну, ветеран, что? Ожидаемо, он сказал, Ну, ветеран. что ветеран уходит. Не то, что ожидаемо, а что, ну, теперь пофиг, ветеран. Вот, поэтому, да, 10 лет это ветеран. Сколько еще планируешь играть? Ну, знаешь, есть такое, что я хочу там до 35. Кто-то там говорит, Арина Соболенко сказала, я хочу там до какого-то возраста, потом ребенка родить, потом вернуться. Ну, у каждого, значит, своя программа. Ну, не знаю, но у меня вот есть в голове цифра, ой, у меня есть вот в голове это 35. Вот, но это в том плане, что вот после 35 я бы уже, наверное, и не хотела, и, наверное, уже не смогла бы. Ну, потому что, блин, сложный вид спорта, очень. И в плане эмоциональном, в плане переездов. Плюс у меня теннис очень энергозатратный. То есть мне нужно себя в форме очень держать. Это очень много отнимает сил. И, конечно, сложно. Поэтому я, если честно, я, конечно, в себя очень верю, но мучить себя еще сколько, 8 лет, ну, будет сложно, конечно. Главное, чтобы здоровье. Да ладно, сейчас Главное, откроется здоровье. второе дыхание, и все пойдет как по маслу. Не, так идет-то нормально. Я про то, что там будет через там 8-7 лет. И как бы сейчас-то у меня есть силы, да, себя как бы тянуть, заставлять работать и там все еще продолжать жертвовать какими-то вещами, да. Но вот через какое-то время я уже думаю, что энтузиазм потихонечку будет как бы Угасать, да? Да, вот. Когда это настанет, ну, естественно, я не могу сказать. Но я не думаю, что я буду играть там после 35. Мне не кажется. А что ты думаешь по поводу Ализе Корне, которая завершила карьеру, и вот она уже вернулась? Что думаешь, не собираешься там возвращаться? Ой, не знаю. Я думаю, что года через 2 стоит об этом подумать. Да, правильно, потренироваться там, да. Но я еще не в форме просто. Ну, вот такие телодвижения, это интересно. Я не знаю, что. Ну, просто немножко странно, когда человек завершает карьеру официально, со всеми уже церемониями, со всем, потом такой, я передумал. Я обратно. Причем она выиграла даже первый матч. Да, нет, так она очень хорошая теннисистка, я уверена, в отличной форме, я уверена, она ее не теряла. Вот сколько там, год вот прошел, я уверена, эту форму как бы и не теряла особо. Вот, но я не знаю, почему вот так вот. Всего год прошел. Интересно. Я с ней не общалась, я вот у нее спрошу, на самом деле, потому что мне реально очень интересно, почему вот такая вот ситуация произошла. Назови топ-3 самых лучших вещей для профессиональной теннисистки. Вещей в плане, что у нас с нами происходит? Да. Или... Сейчас подумаем. Путешествие, Да. может. Ну, смотри, Хотя ты не любишь, путешествие я знаю. это две стороны одной медали. Путешествие это очень классно, и путешествие просто невероятно расширяет твой кругозор. В этом плане теннис, конечно, уникальный вид спорта. И это то, как бы, чему я благодарна теннису, это вот путешествием и тому, что я мир увидела таким, какой он на самом деле есть, а не таким, как рассказывают иногда. Вот. Но это в то же время для меня, по крайней мере, и такой минус, потому что я человек очень домашний. Для меня выезжать из дома надолго, это сложно. Вот. Но в угоду теннису нужно с этим мириться. Хорошо. Вот. Путешествие. Одну раз. назвали, да, вещь, да? Окей, это одна вещь. Вторая вещь. Любовь фанатов, например. Нравится тебе? Какая романтика.
Это хорошо, если есть любовь фанатов. А что, у тебя есть фан-клуб, между прочим, мы знаем. Ну, yes. Мне повезло, мне повезло. Ну Не, вот. конечно, да, есть любовь фанатов, а есть еще хейтеры. Ну ладно, Но их мы это, не будем. да, Да. потом. Любовь фанатов — это очень круто. На самом деле, когда вот за тебя трибуны болеют, это классно. К сожалению, последний раз, чтобы прям трибуны болели, это было вот где-то вот Питер или Кубок Кремля, вот такие, наверное, турниры, где, конечно, все равно ощущается что-то вот такое вот домашнее, конечно, вот. Но болельщики — это классно, болельщики — это классно. Когда был ковид, было грустно, честно скажу. Мы как продолжали играть, но когда ты можешь слышать вот только 3 хлопка своего тренера, Как тренировочный матч. да, вот так вот. И как там, я не знаю, какая-нибудь ворона пролетает, блин, и каркает, то, конечно, не очень. Как только болельщики вернулись, конечно, намного лучше стало. Вот, ну и возможность, конечно, третья я назову все-таки это профессия, это возможность зарабатывать деньги. Абсолютно, это очень важно и очень круто, что у нас есть такая возможность благодаря теннису, благодаря там то, чем мы занимаемся, что мы любим, быть независимыми и свободными людьми. Это круто. Ну давай топ худших тогда вещей. Раз уж тут суть до дела. Худших путешествия. Собирать мячи на тренировке, как тебе? Нравится? Мелко копаешь. Волокушать корт. Ой, да, особенно по детству. Ой, А ты до сих пор волокушаешь, кстати? Или у Ну, тебя команда выбегает, там 5 человек, все размели, там в линию почистили, полили. Ну, Дашенька, Ну, играй. там вот так вот обычно Флавио берет, начинает подметать корт. Я такая: Флавио, я он такой: не-не-не, такая, Так и быть. ну ладно, я хотела. Но это в детстве, когда вот собирать мячи в детстве, вот когда вот корзина из мячей, 1000 мячей, я не знаю, миллион их там, вот с горочкой еще вот так вот. И все, значит, все разыграли, и тренер такой: считаю до 20. И вот все побежали группой собирать эти мячи. Если не собрали, то отжимания. Вот собирать мячи я не люблю. Собирать мячи, да. Фитнес. Фитнес, да? Фитнес. Тяжело? Ну, смотри, например, тренажерку я люблю. Тренажерка мне нравится. Бегать ненавижу. Кроссы вот это монотонное, да? О, боже Ты мой. вообще больше игровик? Да. Я вообще, вот игры, все что угодно. Я вот на разминках прошу: пожалуйста, дайте мне мячик, дайте мне поиграть, пожалуйста. Нет, монотонное ненавижу. Вот бег, какие-то вот такие кардио нагрузки, которые вот монотонные, для меня это просто... Я помню, я в детстве кросс бегала в Тольятти, минус 15. Кто тебя послал в такую погоду бегать кросс? Братик. Окей. Мы с ним вместе бегали. А, вместе, но это еще Да, ладно. нет, сам мог бегать, если хотел. Да, минус 15, я в ритузах бегаю кросс по лесу, там, ну, рядом с лесом. Дорога, лес, я в шапке бегу. Это был кошмар. А я пряталась, когда нас кросс заставляли по лесу бегать. Я так, да-да-да, сейчас. И пошла на речку, смотрю, там рыбу ловят. О, как интересно. А так Думаю, можно было? где ты была? Я такая: ой, извините, я часы с собой не взяла. Меня, оказывается, все ищут, а я тут все смотрю. Работала же? Да. Ну, естественно, все. Ты там в своих мыслях была. Ой, а сколько часов в день ты тренируешься, расскажи? Ну, Ну, не на турнирах, не вот на когда надо турнирах. нормально подготовиться. Вот сейчас, Да, например. но у меня стабильно 2 часа фитнес перед теннисом. Мгм. Да, 2 часа. Ну, и там разное. В какой-то день у меня может быть упор на вот на тренажерный зал, какой-то день упор там на какие-то другие вещи, на передвижение по корту, все такое. Но в целом 2 часа перед теннисом и теннис там 2-2,5. Вот, и потом, если нужно над чем-то поработать, еще работаем. Но в целом вот выглядит вот так. Мы немножко перестроили. Раньше у меня был более длинный день. То есть, например, теннис был короче, и там вечером тоже был теннис. И фитнес тоже разделялся. Сейчас мы сделали по-другому. Ну, не сейчас, это уже на самом деле года 2 как. Мгм.
весь объем работы мы делаем в первой половине дня, чтобы дать организму восстановиться во второй половине дня. Потому что по итогу, играя теннисный матч, ты играешь матч в один момент, ну, 2 часа подряд, там, условно, 2,5 часа подряд. Поэтому больше смысл имеет как бы сделать один блок там в начале дня и потом дать организму восстанавливаться до следующего дня. Ты не так часто меняла тренеров в своей карьере, достаточно консервативно в этом отношении. Почему? Потому ты сама ответила на свой вопрос. Я очень консервативный человек. Я Не любишь перемены? Не очень. То есть я прибегну к переменам только если мне это нужно. Я не буду, вот там мне что-то чуть-чуть не понравилось там в тренировочном процессе или там, ну что-то мне не понравилось, я все сразу меняю. То есть я скорее с человеком буду как-то разговаривать, мы будем как-то искать общие знаменатели какие-то перед тем, как что-то такое вот глобальное менять. Ну и плюс мне в этом плане тоже везло, то есть я как начинала работать с тренерами, ну, мне нравилось, и мы продолжали работу. И результат тоже был, поэтому у меня не было тоже надобности, например. Конечно, если бы мне там попался какой-нибудь чувак не очень приятный, еще и мне там тренировочный процесс вообще абсолютно не захотел, конечно, мы бы там долго бы не проработали. Но как бы я наоборот люблю, как бы мне не нравится период притирки. Я не люблю. Я вот, возможно, то, почему я не люблю расставаться с людьми, да потому что потом в этот момент притирки, он мне вообще не нравится. Потому что нужно понять, нормальный чувак, ненормальный, а может он притворяется. А может он наоборот ему там стесняется, и непонятно вообще, что с ним. И, ну, то есть, а у нас каждая неделя это новый турнир. У нас как бы даже времени особо нет на это. Поэтому если мне нравится с человеком работать, ну, то есть я буду с ним как бы работать, и из-за мелочей я не буду сразу же брать и увольнять человека. А вот другие, ты смотришь на девчонок, ну мы знаем, да, многие есть, которые часто меняют, как перчатки. Ты как на них смотришь, думаешь, истерички. Не, я так никогда не думаю на самом деле, потому что ситуации разные бывают. Тут всегда 2 человека, которые должны сойтись как люди по характеру, и еще и в профессиональном плане. Ну, блин, это не так-то и просто тоже найти такого человека. У тебя как-то получается, вот смотри. Ну, блин, слава богу, хорошо это, мне повезло. Да, не, я знаю, конечно, много девчонок, которые там, да, долго с тренерами не задерживаются, которые меняют часто, но, блин, да, когда-то в какие-то моменты там нервы дают о себе знать, в какие-то моменты реально там тренеры не очень ребята попадаются. Как бы, блин, мы все разные, каждый ищет что-то разное. Как бы в тренировочный процесс это тоже такая тонкая вещь, что если тебе там не очень нравится, что человек тебе говорит, но он тебя начнет и за кортом бесить. И наоборот. И наоборот, да. Это у нас такой вот симбиоз сложный, действительно, в котором, блин, реально сложно найти прям вот до 100% подходящего человека. Все равно постоянно нужно искать компромиссы. И тренеру с игроком, и игроку с тренером, естественно, и это абсолютно нормально. Какие качества в тренере для тебя важны? Ты хочешь, чтобы он тебя технически, тактически готовил, чтобы он был и психологом в том числе. Вот что для тебя важно? Ну, наверное, самое важное для меня это, чтобы человек был хороший, чтобы я могла реально довериться человеку, потому что я, если не доверяю, я не смогу ему рассказать, там, что я на корте чувствую, почему я там выхожу, и у меня там какая-то неуверенность. Я просто не смогу даже этим поделиться, потому что я этому человеку не доверяю. То есть для меня реально самое важное это вот, ну, connection с человеком. Понять, что он, ну, там, нормальный чувак, и что он там не будет мои проблемы как-то принижать, потому что еще вот у нас проблема, вот это реально проблема в этой я считаю, это что многие тренеры, они не воспринимают проблемы. Вот девочки там приходят с какой-то проблемой, там, свои внутренние проблемы просто, там, жизненные или какой-то, и она не воспринимается всерьез. Оно такого быть не должно, это неправильно. Вот, мне кажется, это
Вот это проблема. Ну, с другой стороны, они же не психологи, да, у них не всегда есть там специальное образование, то есть это тогда должен быть человек чуткий и понимающий, ну, как мы знаем, таких мало. Поэтому, возможно, тренеры и меняются вот так вот у многих девочек, потому что они чувствуют, что они не могут довериться, что их не понимают, а как бы продолжать работать, если ты чувствуешь, что к тебе с пренебрежением относятся, но это тоже неправильно. Поэтому сейчас все больше и больше женщин-тренеров, кстати, в туре у нас. И мне кажется, это одна из причин, потому что, ну, получается, что девочке, женщине, тренеру довериться проще. Вот, мне кажется, в этом одна из причин. Ты бы хотела попробовать женщин-тренера в будущем? Сейчас тебя все устраивает? Да, может быть, вполне. Это, ну, мне кажется, это круто. Я вообще не понимаю, почему у нас было так мало женщин-тренеров в женском туре. Для меня это вообще всегда было, типа, как так, почему? Это же вообще нелогично. Вот, поэтому, да, сейчас очень много игроков, которые закончили. Девчонки переходят сейчас в тур, тренируют, и, ну, это очень круто. Но я за ними тоже наблюдаю, и, ну, реально круто. Видно, что там и с игроками идет взаимодействие, там немножко другое. Ну, блин, ну это классно на самом деле. Мне кажется, такие перемены — это хорошо. Ну что, дорогая, вот и пришел твой час. Час викторины на лету. Челлендж у нас с тобой. Ты готова? Нет. Давай, ты все можешь, я в тебя верю. Да. Смотри, ты сейчас будешь играть в теннис, и мы посмотрим, насколько здравый рассудок теннисисты сохраняют, играя в теннис. Я тебе буду задавать умные вопросы. Очень будешь- умные. Ну, такие, для теннисистов. А ты будешь быстренько на них отвечать. У тебя 30 секунд. 30 Я секунд. быстро А задаю. вопросов сколько? Мало. Мало? Все, давай. Поехали? Давай кулачок. Let's fucking go. Давай. Come on. Come on. Какая столица Австралии? Канберра. Сколько турниров входит в серию Большого шлема? 4. Какой океан самый большой? Тихий. Правильно. Сколько сторон у шестиугольника? 6. Сколько будет 3 в кубе? 27. Какая страна является домом для кенгуру? Австралия. Что значит акуна матата? Это из этих, блин, Тимон и Пумба. Жизнь что-то там прекрасно. Не парься, вот это. Сколько длится футбольный матч? 90 минут. Что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа? Блин, одинаково. В какой стране зародились Олимпийские игры? Греция. Какая самая высокая гора в мире? Эверест. Какую игру играют на Умблдоне? В теннис. Какую пищу едят панды? Бамбук. Кто написал «Войну и мир»? Это Толстой. Я не совсем тупая. Как ты быстро считаешь? Как она быстро считает? Вы видели? Это просто машина. Не только на теннисе, но и вот, видите? Вот Это интеллект где Нет, там это проявляется. другой момент. Это повезло. Это ты попала именно туда, что каким-то образом отложилось у меня вот там вот в моей голове. Когда-то. Супер. Ох. Ходите в школу. Потому что этот момент настанет. Читайте книжки. Да. Пятерочку. Let's go. Ей! Я знаю твою любовь к путешествиям. Давай пофантазируем. Как будто вот представь, что тебе нужно полгода побыть на одном месте. Вот как ты к этому отнесешься? Отлично.
ковид, изоляция, карантин, вообще супер было. Я домоседка, мне... Ну, правда, мне вообще... Плюс еще как бы накладывается, конечно, то, что постоянно ездим, и когда я дома, для меня это просто лучшее время. И посидеть дома, это для меня вообще абсолютно не проблема. Я обожаю. Я бы еще Скучно собаку было? завела, и мы вдвоем бы сидели на диване. Какую бы собачку ты завела? Французского бульдога. Ага. Да. Что мешает Хрюшку. сейчас? Путешествие. Не с кем оставить. Ну, не с кем, плюс собака, с ней, если ездить, ну, это издевательство. Я бы никогда так с собакой не поступила, потому что, ну, собаке тоже нужны свои рутины. Для нее ездить, плюс французский бульдог, это вообще, это, ну, я не знаю, ну, это ветеран. Ну, ей сложно. А оставлять одного, ну, получается, это как с ребенком уехал, был щенок, ты уехал на 2 месяца, возвращаешься, там уже большая вот эта собака. И все, и уже как-то грустно. Еще когда на турниры девчонки ездят, просто в номере их запирают, так грустно вообще. Да, поэтому нет, я просто не могу так живым существом поступить, поэтому придется еще подождать. Ну, хорошо. Вы держитесь. Даш, у спортсменов часто мания величия плавно перетекает в комплекс неполноценности. Когда выигрываешь матч, ты как королева. Когда проигрываешь, ты никто и зовут тебя никак. Почему так? Ой, это вообще теннисная тема, это прям вообще классно. Мне кажется, это во многом идет из детства, потому что я как раз вот об этом не так давно думала, потому что у меня до сих пор, на самом деле, вот эта история, что когда ты выигрываешь, отличное настроение, все классно, ты такой навеселе, как только ты проиграл, все отстой, нафиг мне все это нужно, в чем смысл жизни? Ну, вот. Реально. И так каждую неделю, потому что турнир у нас каждую неделю. И я думала, почему так? У меня есть предположение, что это идет из детства, потому что вот ты играешь в детский турнир, ты выиграл, ты веселый, родители веселые, тебе купили шоколадку, отвезли в Макдональдс, все у вас здорово, дома, тишь благодать. Ты проиграл, ну, все расстроенные, в машине тихо, едете, какая-то атмосфера фиговая, Макдональдс никто не купил. Все, приезжаешь домой, грустный, в школу идти надо потом. Ну, короче, мне кажется, это еще если, учитывая, что атмосфера здоровая дома, то есть родители все равно адекватные и все хорошо. А если еще неадекватные родители, то там же вообще, когда ребенок проигрывает, на него и орут, и там еще что-нибудь, не дай бог. Ну, то есть... А у тебя как было? У меня, слава богу, родители воспринимали все достаточно спокойно. Конечно, они нервничали, как и все родители, потому что они за меня очень переживают, плюс много вкладывали, естественно, им хотелось, чтобы там был результат, но у меня никогда не было ощущения, что на меня родители давят. Я сама на себя давила, это да, но чтобы со стороны родителей у меня никогда такого не было. Вот. Я возвращаюсь к нашей теме, мне кажется, что это во многом вот идет с детства, и, естественно, потом это все как снежный ком. Потом становишься чуть старше, эта вся история, она продолжается. Там дальше к этому всему плюсуются там очки, заработал очки, не заработал, потерял. Если ты в рейтинге чуть повыше, ты молодец, вообще классный, тебя все уважают. Ты так думаешь? Всем вообще все равно, абсолютно. Потом где-то очки не подтвердил, в рейтинге упал, все, ты думаешь, что ты уже там вообще ничего не достоин. И вот так вот идет, и в какой-то момент, да, переходит в то, что ты сказала. Ты упомянула, да, когда проигрываешь, думаешь, а в чем смысл жизни? А в чем он, кстати, для тебя? Смысл жизни? Да. Я, видимо, еще недостаточно матчей проиграла, чтобы прийти к окончательному точно выводу. Не в том, что ты такая неправильная, что проиграла какой-то один несчастный матч. Ну, нет, 100% нет, и смысл жизни, он точно не в теннисе и не в том, чтобы выигрывать или проигрывать матчи. Это я как бы уже горьким опытом это я поняла. Потому что для меня было именно так, что вот выходишь на матч, и это вопрос жизни и смерти. Это кошмар, это очень сложно так играть, выживать. Ну, ты реально выживаешь так каждую неделю.
нужно ко всему проще относиться. Как Марат сказал, это всего лишь игра. Теннис — это всего лишь игра. Но по итогу это, конечно, чуть больше, чем просто игра. Будем честны. Для теннисистов. Да. Ну, зрители считают, что они там бегают. Я в Майами сейчас. Короче, я же там после турнира осталась тренироваться. У нас друзья работали на турнире там в фан-зоне. Организовывали там это. И позвали просто туда, ну, провести с ними время. И там у одной нашей подружки был день рождения. Я приехала в эту фан-зону. Я клянусь, я вот в нашу арию даже не заходила. Только фан-зона. Блин, классно. Классно смотреть теннис в фан-зоне. Турниры в фан-зоне — это во. Мне очень понравилось. Я прям поняла, что все так кайфуют. Я поняла, что все так кайфуют, что все так рвутся на теннис. Реально, там здорово. Даша, я тебе больше скажу, они даже билеты покупают за большие деньги, чтобы посмотреть, как играют теннисисты и теннисистки. А Это я не странно. смотрела, я сидела, там на телевизоре было достаточно, в принципе. Мне было, я так чуть иногда посмотрела, ага, хорошо, отлично. Там, где мы сидели, там, в принципе, на теннис всем было все равно. Все так, на приехали, заднем фоне, да? на тусовку. Я такая думаю, не, ну так, теннис, да я понимаю, почему всегда рвутся эти билеты. Почему мне постоянно пишут, а можно дать билеты? Я говорю, нахрена вам эти билеты вообще нужны, господи, успокойтесь, ничего интересного. Но потом я поняла. А есть такое, что ты дала билеты друзьям и думаешь, ой, мне сегодня надо так хорошо сыграть, чтобы как бы перед ними не ударить в грязь лицом, чтобы как бы все прилично выглядело, а у тебя еще как назло ничего не получается. Ох уж это эго, да? Провалилась. Конечно, бывало, когда я знаю, что за меня там пришли болеть там друзья или там целая группа людей, которых я знаю, конечно, чуть-чуть иногда бывает, что ну, надо как-то показать ребятам, что они не зря пришли. Вот. Но по итогу, как бы, они меня будут поддерживать, даже если я вообще провалю этот матч, и это будет худший матч в моей жизни, они все равно будут за меня болеть. И после матча не скажут мне, что Даша, мы с тобой больше не дружим. Ну, это было бы странно. Это было бы странно, да. Но иногда такие мысли вот закрадываются. Вот настолько вот абсурдно работает мозг, что иногда ты вот думаешь вот такими вот категориями. Только успешно меня могут любить, иначе. Ты, я помню, в начале своей карьеры говорила о том, что немножко тебе некомфортно общаться с теннисистками. Почему? Потому что не всегда понятно, кто тебе добра желает, кто зла. Кто свой, кто чужой. Вот ты уже 10 лет в туре. Наверное, разобралась, кто же все-таки свой. Блин, я говорила такое, да, что мне некомфортно, да? Блин, я интервью свои не помню. Да, конечно, разобралась. Ну, кто ж свой-то? Расскажи. Ну, как и везде, на самом деле. Я поняла, что это дело не в теннисе, это дело в жизни, в принципе. Люди разные бывают. Есть люди приятные, есть не очень. Есть, с которыми тебе по пути, есть, с которыми нет. И, ну что, в туре у меня есть, да, там, ну, я бы сказала, да, друзья, там, и люди, с которыми мне приятно общаться. То есть при этом я прекрасно понимаю, что есть игроки, которым, ну, просто такое не подходит. То есть они не могут разделять соревновательный момент и там общение. Ну, такое тоже бывает. Я так не могу, потому что я человек общительный, мне общаться нужно, я люблю время как-то проводить, смеяться, разговаривать. Позитивно. Мне это важно, и поэтому я, да, нашла себе таких же людей. Ну, кто эти люди? Назови фамилии. Ну что, Настя Павличенкова, Дашка Гаврилова, не могу я ее фамилию никак произносить. Родионова. Родионова. В основном австралийки, видите? Ну так, команда моя, да. Я просто боюсь сейчас кого-то не назвать, это как обычно бывает, такой думаешь, блин, кого-кого, но у меня достаточно большой круг людей, с которыми я могу общаться на соревнованиях, и за их пределами тоже. Поэтому... Вот за их пределами расскажи, куда вы ходите, что вы видите? Не видим ничего.
Вот тут ничего не поменялось. Как бы мы... Ну, времени, на самом деле, и сил не хватает там прям куда-то что-то ездить, что-то смотреть. Поэтому мы что, ходим на ужины. В отеле рядом, в рестораны рядом с отелем. Ну, примерно, да, там вот такая вот ария. Недалеко, да. Ну да, там вокруг, вот, чтобы вот где-то в районе километра, не дальше. Ну, иногда на такси, конечно, можем доехать, если прям вот что-то вот прям вот надо, какое-то место очень надо, мы, конечно, можем взять себя в руки и доехать до туда. Какая-то мысль у меня убежала. Ну, барчики, коктейльчики, это ты все Ну, это рассказывала. уже Может быть, после, какая-то да. культурная программа, музеи, театры. Я не люблю музеи, театры. Меня зовут, я не иду. Я говорю, я вас подожду. Я вас подожду в барчике. Концерты. Концерты, да. Ну, Но какие? Расскажи. с концертами сложнее, потому что это нужно, чтобы совпало, чтобы концерт был в этом городе в этот момент. А мы постоянно в каких-то разных городах. Я вот все пытаюсь поймать Дуа Липу, чтобы... Потому что, ну, очень хочу попасть на концерт, и у нее как раз будет тур по Европе. Он, по-моему, даже уже начался. Но сложновато выбрать, ну, состыковаться, потому что я посмотрела, очень интересно получается. У нее все города в туре, которые у нас, где турниры проходят, Но не в то время. через 5 дней. Я думаю, да ты чё? То есть даже если ты выиграешь, все равно не попадаешь. Все равно нет, уже все, на следующий никак. турнир, уже в Рим ехать надо. Да, поэтому, блин, вот с этой культурной программой, конечно, сложно. Ну и концерт, на самом деле, это очень энергозабирающая вещь. То есть это я люблю, но я чувствую, что я выхлочена после таких вот мероприятий с большим количеством людей. Вот. Все-таки, когда на турнирах, я люблю энергию экономить. Мне комфортнее вот как-то в своей обстановочке, в номере все-таки отдыхать, восстанавливаться. Раньше мне больше хватало моей энергии. Сейчас, конечно, меньше. Я чувствую, что ее все меньше и меньше и меньше. Ой-ой-ой, ну ладно, ладно. Миша, а скажи, пожалуйста, а у тебя есть друзья вот вне тенниса? Они, наверное, тоже тебя куда-то зовут из серии дни рождения, какие-то мероприятия. И как это обычно бывает, Даша, приходи там, да, на день рождения, а ты на турнире. Вот нет у тебя ощущения, что как-то жизнь, она проходит мимо, а мы все играем в теннис? Ну, мои друзья уже потеряли всякую надежду. Они уже даже не Они зовут. уже не зовут. Они уже даже не зовут. Нет, ну там примерно так. Мне подруга моя лучшая, Вика, она из Воронежа, она пишет: братан, ну день рождения, там это, но я уже, ну это. Там, просто, чтобы ты знала, на всякий случай. Не, на самом деле бывают, конечно, у меня такие мысли частенько, особенно когда я пропускаю какие-то важные очень события, которые я бы хотела, конечно же, разделить там со своими близкими, друзьями. И в такие моменты, конечно, задаешься вопросом, а вообще это когда-то не то, что закончится, а... Прервется? Да, есть ли какое-нибудь окошко, куда можно жизнь немножечко засунуть? Нету. Там нужно перерыв прям брать для этого. Ну, я прям перерыв брать не хочу. И поэтому приходится, да. Ну, у нас такой вид спорта. Приходится жертвовать, тебе приходится выбирать. И всегда есть выбор, на самом деле, да, ты можешь не поехать на какой-нибудь большой турнир. Или Выбор маленький, так себе. или маленький. Или маленький, да. Тут как совпадет. То есть, если, например, там у твоего лучшего друга свадьба, то надо смотреть, там большой или маленький турнир у тебя выпадает. Или Умблдон, может быть, который как бы не отменить. Да, поэтому приходится постоянно вот на весах вот так вот балансировать. Это сложно, но да, как бы выбирая такой вид спорта. Кстати, не сказала бы, что я прям выбирали мой вид спорта, по сути. Так он сам нас выбрал, родители выбрали, и потом так получилось, что начинает получаться, и ты оп, и ты уже здесь. Моргнуть не успел. Ну, у тебя сразу начало получаться? Да. Ты прям почувствовала, что это твое? Это было очень давно все-таки, я не помню. Ну, на самом деле, меня как только отдали в теннис, мне было 6 лет, но я уже в группе так была лучше лидером? всех. Ну да, я обыгрывала там девочек своего возраста. Меня
сразу переставили в группу постарше. Я и там начала как бы хорошо играть. Потом со мной начали заниматься индивидуально. Начали меня посылать на турниры. Я хорошо на них выступала. На турниры, которые там вот в Тольятти, в области, там вот эти РТТ маленькие турниры. Потом уже такие, ну, пора ехать в Москву. Ну, Выдохнули. Да, примерно так. Все, пора на практически международную арену в Москву по 12. Так. Вот со И всеми. куда ты, какой турнир был? Помнишь его? Я не помню. Ну, то есть на тебе было такое давление, что все, сейчас давай мы выезжаем, и здесь надо проявить себя, показать, на что ты Так способна. там давление еще больше, чем сейчас. Там это вообще, это эти соревнования, где родители там прыгают на этих заборах, орут на всех. Дети просто на стрессе, на жестком, потому что они там очко проиграли, на них батя орет. Судья не знает, что ему делать вообще. Там, да, очень все серьезно. Но у меня, слава богу, родители были... Но у меня, слава богу, родители как бы очень в то время были спокойные, насколько это возможно. Конечно, они нервничали, естественно, они переживали, что их там ребенок пытается что-то выигрывать, что-то кого-то обыгрывать. Я еще всегда самая маленькая была. Вот, да, но они справились. Они выглядели очень достойно. Я ими горжусь. Дашуль, новый челлендж ассоциации. Будешь искать музыку под ассоциацией. Итак, первая – любовь. Первая любовь? Да. Школьная пора. И при всякой... нет, не то. Не Что знаю. у тебя? Ну Давай. ладно, давай вот так вот. Вообще, это одна из моих, ну, вообще любимых песен. Ты не знаешь? Естественно. Естественно. Любовь не рождается, она создается, картинки меняются, любовь остается. Подходит? Good play. Любовь остается. Время уходит. Время уходит. Следующая ассоциация – возвращение домой. Пусть будет вот это. Продиджи? Нет. А что это? Продиджи. Понятно. Это меломан. Из прошлого. Меломан из прошлого пришел. Так, дальше идешь по улице, как в кино. Что сие значит? Не, ну на самом деле вот это подходит вот под что-то такое вот из фильма. Такой идешь, и вот каждый шаг это вот бит. Дождь идет. Ну, давай. Вот. Да. Вот так мы идем. Ну, такое. Да, со слухом как бы не очень. Ну, Ну, извините, такое. надо было кого-то другого звать. Так, нет, давай дальше. Разбитое сердце. О, My God. ну там Добавок. много песен. Ну, разбитое сердце, ну. Ну, здесь я, кстати, Ну. вот тебе не подскажу. Я больше по таким, более, так сказать, активным. Ну, Танечка. Ну давай, да. Чё Она все время плачет. во тебе всех не песнях. нравится? Она Чё во ты всех недовольна? песнях. Давай. Как это, знаете? Не плачь, собственно. Ладно. Еще одна осталась ночь у нас с тобой. Ты сказала разбитое сердце. Оно вдребезги. Оно просто на полу валяется уже разбитое, понимаешь? Слёзки Вот эта песня, собираем. Еще один последний раз твои глаза. Ну все, Да. все понятно. Поплакали. Давайте дальше. Я так люблю вот это вот все говно, мне так нравится. Я обожаю вообще. Давай дальше. Первый снег. Вот просыпаешься ты в Австралии, смотришь, так, Но- занавесочки вот так раздвигаешь, а там первый снег. И что хочется послушать? Ну, Сию мне нравится. Don't cry, it's no man, not in front of you. Who'll get your tears if you can't get
Хорошая. Да, я знаю. Так, Там хорошо. Стой, подожди, там припев классный. Где там припев-то? Ну, до зимы еще далеко, конечно. Ну да, до австралийской тем более. Очень далеко. А, Come on, let's go. так, молодец. Хорошо, слова Да, знаешь, да, мы да, 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 проверили, давай. всё. Всё. Так, следующее. Добрая грусть. Оу. Видимо, есть злая, но какая есть и Добрая грусть. Да. Мне кажется, Мы добрая сегодня грусть грустим, это друзья. когда тебе грустно, но при этом ты вспоминаешь, это что-то такое, какие-то приятные воспоминания, ушедшие там. Мгм. Ну что это может Ну, быть? это что-то вот из Алсу, мне кажется. Ага. А, это я знаю. Это я знаю. А? Господи, что это? Что я включаю? Всех моих демонов просто. Раскрылась на все 100. Ну вот, ну я правда это все слушаю. Иногда. Так, утро понедельника. Но это на тренировку. Вот с каким настроением ты в понедельник Да, просыпаешься? там музыка не Наверное, с поможет. хорошим. Там музыка не поможет. Ну чего так? Наконец-то любимый корт в понедельник с утреца. Как будто только в понедельник. В 7 утра, понимаешь, воскресенье обычно выходной. И вот она, пошла песенка у нас какая? Но она же энергичная, правильно? Ну, как бы да, относительно всего, что было раньше, да. Да. Дальше у нас что? Вот это вот твое любимое, победа на турнире. Давай, удиви меня. Победа на турнире. Что это? Что? We are the champions. Есть у меня одна. И вот ты выиграла кубок. Мне кажется, это она даже больше подходит, чем We Are The Champions. Ну, мне она чуть ближе, как будто бы, не знаю. Все равно грустняшка. Даже Ну, выиграла да, все! таким немножечко Потому что- минорчиком. Потому что страдания, блин. Много бегала. Да. Выстрадала эту победу. Давай, слова, готовилась. Есть. И сейчас бублик. Why should I complain? Все, слава Yes. богу. Ого, Господи. Ты рекламировала прокладки. Да. Мне предлагали рекламировать тампоны, я отказалась. Когда Тебе это было? прокладки, ты согласилась. Много ли тебе заплатили? Ну, на тот момент это было много. Вот. Я не могу назвать сумму, естественно, но на тот момент это был 2016 год. Я только начала что-то там ползти вверх по рейтинговой лестнице и зарабатывать хоть какие-то деньги. Поэтому это были очень хорошие деньги на тот момент. Вот. И я не видела абсолютно ничего такого в том, чтобы рекламировать то, чем я частенько пользуюсь. Сейчас так много агентств развелось. Большие есть, крупные, да, мы знаем. Есть маленькие. Многие теннисистки свои агентства открывают. Например, Осака, Гольф, Роджер Федерер. Довольна ли ты своими агентами? Мы твоего, например, практически выцепили из тайского бассейна, потому что хотели договориться на интервью. И он, в общем-то, он отдыхал, его выцепили. Да. Какой профессионал на отдыхе, и выцепили. Да, большой молодец. Мы, честно говоря, не ожидали, что он так быстро будет отвечать на сообщения. Бывает иногда. Вот, но я
Я тебе уже говорила про тренера ты спрашивала, что для тебя самое важное, я сказала, личные качества. Здесь абсолютно то же самое, может быть, даже еще больше. То есть я вот, например, с Джоном, с своим агентом, работаю с 2018 года. Вот. Мы прошли как бы через много, и через мои кризисы, теннисные и не теннисные, через его тоже профессиональные, там, сложные периоды и так далее. Мы там, если посмотреть, у нас там был период, мы из одного агентства в другое прыгали в течение, там, я не знаю, года. Так получилось, что мы сменили 2 или 3 агентства, вот, и все равно оставались как бы, ну, работали друг с другом. Потому что мне с ним классно, я ему доверяю, я знаю, что он, ну, мои интересы всегда будет отстаивать. И для меня это самое главное, потому что агентский бизнес – это очень скользкая тема. То есть там люди работают, там люди делают бизнес, делают деньги. Им порой вообще все равно, что там спортсмен хочет, что ему там нужно и так далее. Вот. Поэтому для меня было важно, ну, сначала найти человека, которому там я тоже как человек буду интересно просто, а не как бизнес-актив, из которого можно, да, там постоянно деньги высасывать. И впоследствии, как бы, мы вот уже работаем 7-й год мы работаем, и мне все нравится, я не хочу ничего менять. Вот мы уже нашли такие агентства, где мы пристроились. Вот. У Наоми Осаки было то же самое. Она, получается, со своим агентом откололась, и потом они создали свое агентство. Ты не думала об этом? Раз вы Нет. так мотала вас жизнь. По итогу он, получается, вот с Гало Бланко они сделали свое агентство. Но без Вот. тебя. Но Пока. без меня. Ну нет, я не по этой теме. Мне бы с теннисом разобраться вот со своим и влогом. Вот, а потом агентство это уже оставьте людям, которые в этом разбираются. А как ты считаешь, вот с учетом того, что ты сейчас выступаешь за Австралию, будет больше контрактов у тебя? Не знаю. Как бы это что-то, что мы узнаем как бы в течение какого-то времени. Может быть, да. Как бы, если да, то прекрасно. Как бы я буду только рада. Но как бы делалось это явно не из-за контрактов. Как бы если по итогу это сыграет, ну, какую-то роль, ну, хорошо. Какой на данном этапе у тебя самый большой контракт? Ну, мой контракт с Адидасом, конечно. С одеждой? Да, с одеждой. Он у меня с какого года? Не помню, по-моему, с 21 года. С конца 21 года, да. А есть какой-то бренд, с которым ты бы очень хотела работать? Бренд, с которым я... Блин, а что я не подумала-то, а? Ну, что там, LV, Gucci, Prada, Нет, я, кстати, вообще вот фэшн, я не особо фанат. То есть, Rick Owens. причем можно сказать, что типа да, какой-то вот из этих брендов, потому что одежда классная, а потом им нужно для глянцев позировать, а я не люблю, мне не нравится. Я некомфортно себя чувствую во всем этом. То есть я не как Гарбини Мугуруса, которой очень вот это все нравилось. Мне не очень. Ну, какие бренды-то выбирай? Не такие уж прям лакшери, нарядные. Вот, например, футболочка у тебя, вот этот бренд бы ты рекламировала? О, да, Вот, шикарно. видишь Да, но как? опять-таки фотографироваться нужно. Ну ладно, я потерплю. Ради такого дела. Да, конечно. Ты девушка экономная, насколько я знаю. Если я ошибаюсь, поправь. Куда инвестируешь денежки? Или все в кубышку собираешь? Ну, кубышка не должна пустовать, это 100%. Окей. Но я, конечно, также я инвестирую, но не сама, а руками людей, которые в этом разбираются. Через там банк, есть человек, который занимается, рынок, куда вложить, что, как. Я в этом
разбираюсь на уровне того, что я вижу, что происходит, и понимаю, для чего это. Вот. Но чтобы собственноручно сидеть и смотреть графики, что куда вложить, конечно, нет. До такого уровня я как бы не дошла. Вот. Я это делегировала людям. Вот. То есть ты Я- активный инвестор, можно сказать. Ну, вообще, да. Да. Я такая достаточно... Мне вбили в голову, что деньги, которые просто лежат, теряют свою ценность. И если ты не хочешь там через 20 условно лет эти деньги профукать, просто из-за того, что они лежали, и ты никак с ними не взаимодействовала, то нужно вот использовать инструменты, которые тебе помогут эти деньги, там, твой капитал сохранить и приумножить. Вот. А кто это тебе вбил такое в голову? Расскажи. Но это вбил мой брат, да, потому что он тоже такой вот червь в этом плане. Да, он там эти рынки, что, куда инвестировать и так далее. Плюс, когда я там открывала банковский счет, у меня там женщина, которая менеджер у меня там, она тоже мне как бы, не то, что лекции проводила, но как бы пыталась меня на этот путь как бы поставить, вот. Ну и родители у меня тоже, как бы папа у меня в этом плане тоже достаточно такой прагматичный человек, тоже любит деньги и Их считать. обожает их считать, да, вот. Поэтому у меня никогда не было такого, что я такая, тратить деньги, надо срочно тратить деньги. Но у меня было такое, что нужно денежки сохранить, вот. А если их еще можно приумножить, покажите как. Мы это сделаем. Делай деньги, остальное дребедень, да? Типа того, да. Чарлстон, ты впервые вышла на Классное корт Да. как австралийка. Какие ощущения ты испытывал? Очень волнительно, очень, конечно, необычно, но я к этому была готова. Я понимала, что такое большое как бы событие, которое в моей жизни произошло, оно не пройдет просто так вот бесследно. Поэтому, естественно, я понимала, что, скорее всего, я выйду там на первый матч с австралийским флагом, и я буду дрожать. У меня будут... Я не знала, какие у меня будут ощущения, что я буду испытывать, но я знала, что что-то будет. Вот, я знала, что это будет сложный матч для меня психологически, и он таким и был. Перед матчем я очень сильно нервничала, мне даже Флавио спросил, он такой, Даша, все в порядке? С тобой все окей? Потому что я была, вот такая вот. Но я с этим справилась, как бы не впервые через какие-то трудности перед матчем проходить. Не все поняли, откуда взялась Австралия. Ты раньше тренировалась в Испании, апартаменты у тебя в Дубае, а тут откуда ни возьмись Австралия. Как-то все запутано. Согласна. Не поспоришь. Для меня самой это, не то, что был сюрприз, но это все так очень быстро произошло. Я уже говорила, да, в Чарльстоне в интервью, что мои представители пришли к Tennis Australia, спросили, есть ли какие-то варианты, что-то как-то заинтересованы ли они в этом. И спасибо Tennis Australia, они очень мне помогли. И вообще Австралии спасибо, это очень классная страна. И в моей картине мира с моими как бы жизненными взглядами Австралия вписывается, я бы сказала, чуть ли не идеально. Вот, поэтому я очень благодарна как бы Австралии, что они меня приняли, что они мне вообще дали такую возможность, и что я могу теперь называть это место своим домом. И, да, жизнь так сложилась, что мне пришлось сделать такой выбор. Но я рада, что этот выбор пал на Австралию, что все так сложилось.
А почему они именно к австралийцам пришли? Или был список? Первая Австралия. На букву А. Ну, потому что, ну, так получилось. На самом деле, это нужно еще спросить у моего менеджера. Вот. Как я говорю, в сегодняшних реалиях моей ситуации мне нужно было что-то придумывать, нужно было что-то думать, чтобы жить, ну, спокойно и счастливо, так, как я хочу жить. Вот, и, как я сказала, Австралия входит в число тех стран, где я могу себя чувствовать свободно и счастливо. Поэтому, да, так сложилось, что, да, мой менеджер меня услышал и в этом направлении поработал и сделал мне вот такой, я бы сказала, подарок по итогу. Я знаю кейсы из других видов спорта, когда спортсмены меняют федерацию, но не получают паспорт той страны, которую представляют. Как у тебя? Есть ли у тебя австралийский паспорт? У меня еще нет австралийского паспорта, у меня пока только permanent residency. Вот, чтобы получить паспорт, мне нужно, естественно, пройти еще какой-то путь, как и все, кто хотят получить паспорт. Мне нужно какое-то время там прожить, сдать тест на гражданство и так далее. Вот. И, ну, это то, что я собираюсь делать. Вот, это лишь вопрос как бы времени. Ну, к тесту на гражданство уже готовишься, изучаешь историю Австралии или еще пока рано? Я, кстати, там же можно пройти, да, на официальном сайте government можно пройти такой, как демо-версию. Я ее прошла, да. Ну, прикольно. На самом деле, да, там я как бы про Австралию не то, что ничего не знала, естественно, я знала про Австралию, и оказалось, по тесту я знала немало по итогу, да. Еще, конечно, нужно подтянуть знания, потому что я действительно хочу узнать больше про эту страну. Вот. Но, конечно, к тесту готовлюсь. Не хочу ударить в грязь лицом, естественно. А кто-то еще из твоей семьи подавался? Нет, только я. Ой, ну, новость о смене флага, она так застала врасплох многих. И, честно говоря, я не ожидала. Даже всплакнула. Ой. Да. Скажи. С каких эмоций всплакнула? Ну, с негативных, понимаешь. Конечно, позитивных-то мало было, скажу честно и откровенно. Как люди отреагировали? Так, как ты ожидала, хуже, лучше? Я получила очень много поддержки, прям очень много. Понятно, что из моего окружения всем это было очевидно. Из международного сообщества тоже. Я знаю, что из Австралии фидбэк был тоже очень такой теплый и позитивный. То есть все, что я видела, я старалась себя окружить только очень позитивными, классными, такой классной энергетикой. Что я и получила, это было очень здорово. Мне очень много людей, на самом деле, написали и были очень рады за меня. Вот, и мне было очень, очень приятно было на самом деле. А так реакция мне прилетала только как бы классная. И, из России, на самом деле, тоже. Очень много мне кто писал именно вот позитивного, и кто, и поздравил, и сказали, что, типа, мы все понимаем. Это все очень, конечно, грустно, но мы все понимаем, ты молодец. Вот, и, конечно, очень было приятно. Это был сложный момент, на самом деле, потому что, принять такое решение, это оставить что-то очень важное позади себя. Но мне нужно было его принять, чтобы смотреть вперед. Кто из коллег по цеху тебя поддержал, расскажи. Из коллег по цеху? Так как это произошло на турнире в Чарльстоне, меня лично поздравило очень много игроков, которые прям там были. Поздравили и чуть-чуть в такой стебной манере, надо мной прикалывались, естественно. Как они прикалывались? Такие типа mate, так, в плане таком, что, естественно, это для всех это было неожиданностью. Дашка Гаврилова просто... ей я сказала
там за день до анонсмента, потому что иначе она меня просто уничтожила, мне кажется. А я думала, с ее подачи немного. Нет, видишь, Не, оказывается. об этом на самом деле. Она закидывала несколько лет назад мне это, но я говорю, Даш, ну успокойся. Вот. А тут она говорит, я знала! Ты не сказала мне! Да, она мне потом еще несколько дней там закидывала мне сообщениями, звонками, и очень она была, да, очень рада она была по этому поводу. Вот. Не, на самом деле, из вообще функционеров из WTA, из федерации, кстати, мне тоже разных писали. Из российской Да. тоже? Почему-то воздержались. Да, нет, никто мне не писал из российских делегаций. А Вот. ты до принятия этого решения как-то с ними общалась? Нет. Я с ними не общалась уже несколько лет. По какой причине? Ну, со мной не общаются, я тоже не общаюсь. Ну, я не знаю. Ну, вот так вот. Причин как бы... Причины можно додумывать, но какой-то вот прям, чтобы вот конкретно по такой причине, такого нет. Разошлись, как в море корабли. Так получилось, да. Но я не знаю. У меня никогда не было прям, чтобы очень сильно теплых, да, отношений там с нашей федерацией или что-то. Вот. Я как бы играла за себя, я играла за страну, но с федерацией как-то вот было достаточно так нейтрально. Какие условия тебе предложили в Австралии? Я знаю, что они чуть ли не до 23 лет спонсируют теннисистов, оплачивают им тренеров, поездки, физиотерапевтов. Вот у вас какая договоренность была? Ну, мне уже не 23. Да. У них такая система, что там, допустим, на серию турниров, так скажем, европейская серия турниров, там Ролан-Гаррос, Мадрид, Рим, да, скажем, они отправляют туда делегацию из там какого-то количества тренеров, там физподготовка и там физиотерапевты. И все, кто в сборной, могут прибегнуть к их помощи в любое время, когда они захотят. Не захотят, могут не использовать. Вот. Я к этому как бы тоже имею доступ. Если мне это нужно будет, я могу этим воспользоваться. Вот. На какие-то там оплаты или что-то я этого не просила, у меня этого как бы нет, поэтому то, что мне дали возможность выступать за Австралию, это уже огромное спасибо, и я за это очень благодарна. Давай пофантазируем. Допустим, в следующем году ты играешь в Мельбурне на центральном корте. Первый матч под австралийским флагом. Зажмет или нет? Конечно, зажмет. Да я уверена. Слушай, может, и не зажмет, но я должна быть готова к тому, что это будет самый большой зажим в моей жизни. То есть готовься к худшему, Ну, да, будь что конечно, будет. конечно. Лучше так, чем такой, так, сейчас я выйду, вообще там, блин, трибуны меня будут поддерживать, я сейчас как выйду, и выйдешь. Вот. Не, на самом деле, я не представляю, я никогда не испытывала там такого уровня поддержки, как вот, например, когда за австралийцев их трибуны болеют. То есть это что-то из области фантастики, то, что вот я наблюдала, например, или во Франции за французов, да, ну, вообще, вот, если посмотреть, ну, на Булдоне по-другому, все немножко, или на US Open за американцев. То есть там уровень поддержки, он безусловный. Там, я не знаю, как это объяснить. Это химия между зрителями, болельщиками и игроком. У меня такого масштаба никогда не было. И, наверное, игроков, которые не из стран, где есть такие турниры, как «Большой шлем», наверное, практически никогда это не испытывали, да? Вот, так вот. Вот, поэтому как оно там будет, когда будет вот австралийская серия, я не знаю. Честно, будет интересно. Новый опыт. Новый опыт. Мне будет интересно, как я с этим столкнусь лицом к лицу, и как вообще все это будет. Конечно, все будет хорошо. Все будет хорошо, в любом случае. Но интересно, конечно, вот через это будет пройти. Особенно в первый раз.
100%. Даш, у нас говорят, родина — это там, где ты родился. А в Испании говорят, родина — это там, где тебе хорошо. Что тебе ближе? Я скажу, что родину не выбирают. Родина — это там, где ты родился. Да. А дом — это там, где тебе хорошо. Ты с детства мечтала выиграть Ролан Гаррос и спеть гимн. Знаешь ли ты гимн Австралии? Пока не знаю, но я его учу. Потому что, ну, я не считаю, что каждый должен знать гимн своей страны, каждый сам решает, но для меня это как, ну, такая дань уважения своей стране. Поэтому, да, гимн я выучу, гимн России я знаю наизусть. Была у меня мечта. Я надеюсь, что она все еще сбудется, в плане, что выиграть Ролан Гаррос и спеть гимн. Немножко по-другому. Если это произойдет, я буду счастлива. Но, да, жизнь диктует свой сценарий по итогу. Я мечтала об одном. Может быть, это произойдет, но немножко по-другому. Ты как-то в интервью сказала, что родители не совсем соглашаются, но уважают твое мнение. Все так же и осталось? Ничего не изменилось за последнее время? Мы все больше друг с другом соглашаемся. В целом, вообще, по многим вопросам. Вот. Я это говорила, когда это было? Ну, наверное, несколько лет назад, да? Вот. Время прошло, я чуть, наверное, подросла. Наверное, я это говорила, когда был уже еще такой чуть юношеский максимализм. Мнения были такие, наверное, интересные. Вот. Все-таки время прошло, я чуть повзрослела, на какие-то вещи по-другому начала смотреть. И вообще больше с родителями мы начали как бы общаться на какие-то темы. Ну, понятно, когда ты моложе, с родителями не так интересно. Как бы это нормально. Вот. Конечно, со временем мы как бы уже больше на такие серьезные темы разговариваем. И, конечно, ну, мы мало в чем у нас там расходятся мнения, слава богу. Насколько часто вы сейчас видитесь? Видимся не так часто. Вот мама, когда у нее есть возможность, она старается прилетать. Вот, с мамой мы видимся там раз, ну, я бы сказала, где-то 3-4 месяца. Вот, с папой я не виделась очень давно. Потому что у него, ну, проблемы с бедрами, ему сложно ездить. Вот, поэтому... Ну, а я прилететь не могу, поэтому мы с ним не виделись уже... Ну, 3 года мы с ним уже не виделись. Вот, и да, это было уже давно. Вот. Мама более такая активная, мобильная, поэтому может приезжать. Ты уехала все-таки достаточно в раннем возрасте, да? И как бы получалось так, что ты все время с ними, ну, на дистанции. Как не оборвалась у вас эта связь? Ну, потому что не хотела, чтобы она обрывалась. Все-таки... Хорошо, что есть возможность, да, хотя бы дистанционно там созваниваться, ну, держать как бы связь, это как бы здорово, что у нас в наше время сейчас есть такая возможность. Помню, когда это был 15-й год, я помню, меня тогда подбешивало, что мне там пишут родители, спрашивают, как у меня дела, что я там это. Я думаю, чего мне пишете? Чего вы мне пишете? Своих дел нету, что ли? Хватит. Вот, а сейчас наоборот, нет. Мы, ну, на связи. У папы WhatsApp нет, вот, поэтому мы на связи с мамой. А да, что, папа у папы у меня email? интересный. А? У папы имейл? Да. Кстати, да.
Вот, но потому что они с мамой все время вместе, если что-то нужно, звоню маме, говорю, дай папу. Да, если с папой нужно поговорить, то типа через мамин телефон. Вот, а так мы на связи вообще, да, каждый день. Там по мелочи. Если нужно что-то глобально обсудить, то созваниваемся, конечно. Поэтому, да, у нас в этом плане... Но сейчас, да, на связи больше, чем когда я там была помладше, с своим юношеским максимализмом. И отстаньте все от меня, я сама все знаю. Я принцесса. Твоя мама о критике в твой адрес высказалась. Зачем отвечать людям, мнения которых не спрашивали? Сказала, как отрезала. Она Да. всегда так тебя защищает? Да, всегда. Когда я была маленькая, потом на этапах взросления мама всегда просто наотрез. То есть, если про меня что-то там сказали, или там друзья ей там что-то сказали про меня, там свое какое-то мнение, мама готова с этими людьми больше не общаться, но типа все, про мою дочь ничего вообще говорить не можете. Да. Она не рассказывала, как сейчас отбивается от шквала негатива? А я спрашивала, говорю, мам, там вообще как? У тебя все хорошо? Но она говорит, что все как бы окей. Во-первых, они также достаточно спокойны, у них очень такой узкий круг общения. И мама уже как бы настроила свои личные границы, которые, если люди хотят сказать что-то негативное, они понимают, что как бы не стоит. Попадут под раздачу. Не надо, да. Вот, поэтому она говорит, да нет, все нормально, как бы, все окей. Там, она говорит, много, даже ей там, она говорит, много было как раз-таки позитивных откликов. Вот, а говорит, а то, что там какие-то, даже не то, что там негативные, а такие чуть токсичные, скорее. Там люди же напрямую не говорят никогда того, что думают. Они как-нибудь с какой-нибудь подковыркой что-нибудь скажут. Вот, но мама как бы, она это сразу как бы наотрез. Ты больше мамина радость или папина гордость? Вот мне кажется, вот как ты сказала, так и есть. Я мамина радость и папина гордость. Да, на самом деле для меня всегда было важно, чтобы вот именно родители мной гордились. То есть я старалась всегда там поступать так, чтобы родители гордились мной, там делать выбор, там делать или путь свой выбирать так, чтобы родители мной гордились тоже. То есть я это делала для себя, но для меня было важно понимать, что они думают. Вот, поэтому, и вроде как они гордятся. Не вроде как они гордятся очень. Вот, и для меня это, конечно, очень, очень важно и, очень, очень, очень круто, да. Они прям говорят, Даш, мы тобой гордимся. Или ты понимаешь просто по... Говорят. Говорят. Да, много раз мне это говорили. Иногда родителям просто сложно это вслух выразить, но Да. твои большие молодцы. Да. Не, на самом деле, да. Я это поняла давно, на самом деле, просто со временем, что мне с родителями, на самом деле, очень повезло. То есть, конечно, ничего не идеально, и у всех семей есть свои приколы, и, конечно, у нас там были свои какие-то разногласия и так далее, вот, но смотря как бы, оборачиваясь назад, смотря там на нашу семью, на то, как родители именно со мной там себя вели, как они вообще, мама вообще всю себя отдала. Просто, и, не только мне, Сане в том числе, то есть своим детям мама дала просто всю себя. И я не понимаю, как. Честно, это вообще для меня загадка. Как настолько вот самоотверженно можно вообще для своих вот детей все делать. То есть это вообще круто.
Даша, хорошо ли ты поешь? Нет. Ну, тогда Ты мне скажешь. следующий челлендж для тебя. У тебя в наушниках будет одна музыка, а спеть нужно будет абсолютно другую песню. Вот мы посмотрим, будешь ли ты в нотки попадать или Спеть? нет. Ну, спеть хорошо, спою. В шумном зале ресторана, средь веселья и обмана, пристань загулявшего поэта. Возле столика напротив ты сидишь в полоборота, вся в луче ночного света. Так получилось, что это единственная песня, которую я слышала, как мои родители поют в караоке. И у меня на всю жизнь эти аккорды, то, как это единственное, вот когда я видела, что мой папа поет в караоке. Вау. И вот так вот. А ты была на подпевке. Гуляй, шальная императрица, и вся страна, которой правишь ты, берет с тебя пример. Легко влюбиться, императрица, когда так страстно бирюзовым взглядом смотрит офицер. Гуляй, шальная императрица.